Всем привет! Сегодня на канале Mazes Knitting вяжем набор из длинного шарфа, шапочки бини и варежек узором косы. Такие наборы всегда пользуются успехом из сезона в сезон. Они очень удобны, так как подойдут под любой фасон одежды и идеально дополнят ваш образ. Для вязания нам понадобится один моток ниток Puffy Fine Ombre Batik. Это пряжа с готовыми петельками. В мотке 500 грамм. Красивый плавный переход цвета от темного к светлому сделает наш набор оригинальным. Снимем этикетку и увидим, что нитки имеют красивый перламутровый отлив. Нежно-розовый цвет в середине мотка переходит в насыщенный вишневый. Вначале отсчитываем 76 петель и обрезаем нить для бахромы. Она нам понадобится в конце вязания. Вязание начинаем с шарфа. Распускаем первую петельку на нити и отсчитываем 19 петель. 20-ю петельку продеваем сзади наперед в 19-ю. Это будет лицевая петля. Затем перекидываем рабочую нить и 21-ю петлю протягиваем в 18-ю. Это будет изнаночная петля. Провязываем спереди назад. Так чередуем. Следующую петлю провязываем сзади наперед. Это будет лицевая. Перекидываем рабочую нить и провязываем спереди назад. Чередуя петли лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, мы движемся к первой петле. Дошли до первой петли на нити и провязываем ее лицевой. Так мы провязали первый ряд. Крайние петельки узора у нас всегда будут лицевыми. Второй ряд вяжем в обратном направлении. Начинаем с первой лицевой петли. Во втором ряду лицевые петли провязываем лицевыми сзади наперед. Изнаночные провязываем изнаночными спереди назад. Так чередуем лицевая и изнаночная. Вяжем до конца ряда. Последнюю петельку провязываем лицевой. Довязали второй ряд. Третий ряд вяжем в обратном направлении. Таким образом вяжем туда и обратно высоту 2 метра 65 сантиметров. Через определенное количество рядов мы видим, как красиво просматривается узор. Довязали наш шарфик и видим, у нас получился очень красивый переход от темного цвета к более светлому. И теперь нам нужно закрыть петли. Отложим оставшийся моточек ниток. Петли закрываем с противоположного края от рабочей нити. Берем последнюю петельку и надеваем ее сверху на предыдущую. Затем снова оставшуюся петлю надеваем сверху на предыдущую. Таким образом закрываем все петли.
После того, как у нас останется одна петля, обрезаем рабочую нить, предварительно отсчитав пару петель. Распускаем последние 2 петельки. Хвостик обкручиваем вокруг последней петли и подшиваем его обычными ниточками для шитья, так, чтобы его не было заметно. От оставшегося моточка также отсчитываем 76 петель на бахрому. Для изготовления бахромы разрежем оставленные кусочки нитей на равные отрезки по 4 петли. В каждом отрезке распускаем петли, складываем его пополам и привязываем к крайним петлям шарфа, завязав на узелок. К темному краю мы присоединяем нити более темного цвета, а к светлому краю более светлого. Для того, чтобы начать вязание шапки, берем ниточку из оставшегося мотка и просто измеряем по кругу обхват вашей головы. На объем головы 54-55 см у меня получилось 42 петли. Учитывайте, что количество петель должно быть кратно 2. Для соединения первого ряда шапки берем дополнительную, у меня это 43 петля, и провязываем ее в первую, протягиваем сзади наперед. Так у нас сократилась одна петля, и количество петель стало четным. Мы провязали первую лицевую петлю. Теперь перекидываем рабочую нить и вторую петлю провязываем изнаночной, спереди назад. Затем снова лицевую, сзади наперед. И снова изнаночную, спереди назад. Таким образом вяжем до конца первого ряда. Закончили первый ряд на изнаночной петле. Старайтесь, чтобы вязание не перекрутилось. Второй ряд начинаем вязать с лицевой петли. Во втором ряду все лицевые петли провязываем лицевыми сзади наперед, а изнаночные провязываем изнаночными спереди назад. Вяжем узором резинка таким образом, как мы вязали шарф. Всего нам нужно провязать по кругу 18-20 рядов. Это примерно 30 см в высоту. Для закругления макушки в 21 ряду мы будем сокращать петли. Вязание мы закончили на изнаночной петле.
Для того, чтобы сократить петли, складываем вместе лицевую и изнаночную и провязываем их одной лицевой петлей сзади наперед. Таким образом сокращаем каждые 2 петли. Лицевая должна быть сверху и провязываем ее лицевой. Закончили ряд, и количество петель у нас сократилось ровно в 2 раза. В следующем ряду продолжаем сокращать петли. Складываем вместе каждые 2 петли и провязываем их одной. Закончили второй ряд убавок. Теперь оставшиеся петли нам нужно собрать на нитку. Для этого разрезаем по центру 2 крайние петельки с рабочей нити и обрезаем рабочую нить. После этого собираем все петельки на оставшийся хвостик нити. Когда все петельки будут собраны, затягиваем рабочую нить и продеваем ее на изнаночную сторону шапки. Теперь закрепляем хвостик с помощью узелка или подшиваем обычными ниточками. Выворачиваем шапочку на лицевую сторону. Она у нас получилась двухсторонняя, а вот такая получилась макушка. Оставшийся хвостик нити в начале вязания обкручиваем вокруг соседних петель и подшиваем незаметно обычными ниточками для шитья. Вот такая шапочка у нас получилась. Очень красивый переход цвета. Вы можете носить ее как с отворотом, так и без. Из оставшегося моточка ниток в следующем видео мы свяжем варежки узором косы.